Здравствуйте! В этом видео рассмотрим создание и использование справочных систем координат в программе SolidWorks. Справочная система координат – это дополнительная вспомогательная система координат, которая создается пользователем для использования в различных операциях и измерениях. Например, для ориентации моделей при импорте и экспорте файлов, для быстрых сопряжений в сборке, в исследовании движений и различных симуляциях. Для запуска инструмента нажимаем «Система координат» на отдельной панели инструментов «Справочная геометрия» или в панелях «Элементы» или панели «Поверхности». Раскрываем справочную геометрию и выбираем «Система координат». И также все инструменты можно запустить через меню «Вставка». И вначале немного общей информации. В SolidWorks используются системы координат с исходными точками. Каждый новый документ детали содержит оригинальную исходную точку, которая является единственной и неизменной. По умолчанию в дереве созданы стандартные плоскости – спереди, сверху, справа, которые пересекаются в исходной точке. В сборках, кроме исходной точки самой сборки, существуют исходные точки отдельных компонентов. Исходные точки можно использовать для сопряжений. Зажав клавишу Ctrl, выбираем две точки и нажимаем «Совпадение». Положение компонента становится полностью определенным. В деталях и сборках внизу графической области находится трехмерная система координат, которая указывает направление осей X, Y и Z. На эти оси можно нажать мышкой, и модель ориентируется выбранной осью перпендикулярно экрану. Также для каждого нового эскиза автоматически создается отдельная исходная точка красного цвета, которая может использоваться в качестве точки привязки для объектов эскиза и помогает определить ориентацию осей. Переходим к созданию новой системы координат. Для этого нажимаем кнопку инструмента. По умолчанию подсвечено поле выбора исходной точки. В пустом документе детали или сборки в качестве исходной точки можем выбрать только исходную точку по умолчанию. При таком ограниченном выборе можем только изменить ориентацию осей системы по умолчанию. Например, в качестве направления оси X выберем плоскость сверху, и ось выравнивается в направлении, перпендикулярном выбранной плоскости. Ось направлена условно вверх, а кнопкой «Реверс направления» можно изменить направление на противоположное. Для оси Y можно указать плоскость спереди. И теперь направление новой оси совпадает с направлением оси Z системы по умолчанию. Направление оси Z созданной системы координат определяется автоматически, но реверсом других осей можно изменить ее направление. Если в детали или сборке есть другие элементы или компоненты, то выбор опорных элементов для создания системы координат расширяется. Запустим инструмент. И в качестве исходной точки можно указать следующие элементы модели. Можно выбрать точки трехмерного эскиза, точки двухмерного эскиза, указать вершины твердых тел или средние точки кромок. А в качестве направления осей можно указать следующие элементы: вершины, средние точки или точки эскизов. При этом выбранная ось выравнивается в направлении к выбранной точке. А если выбрать линейную кромку или линию эскиза, то выбранная ось выравнивается параллельно выбранной кромке или линии. Выберем в качестве направления для оси Y заднюю грань тела и нажмем ОК. Создана справочная система координат, но в графической области она не отображается. Чтобы отобразить все существующие в модели системы, нужно раскрыть отображение объектов и включить просмотр систем координат. Отдельные системы можно выбрать в дереве и скрыть или отобразить. При выборе определенной системы в дереве она высвечивается, даже если она скрыта. Положение системы можно отредактировать и изменить положение исходной точки или направление осей. При создании пользовательской системы координат желательно присвоить ей значимое имя для объяснения ее назначения. Нажимаем на систему два раза, сделав паузу между нажатиями, и вводим новое имя. Нажмем «Система координат». До версии программы 2022 возможности задания положения системы заканчивались на выборе положения новой исходной точки и выборе направления осей. При этом для задания положения исходной точки обязательно требовалась точка в модели.
В новых версиях программы возможности инструмента были расширены. Включаем параметр «Определить положение с помощью цифровых значений». И теперь положение исходной точки можно задать просто координатами x, y и z относительно нуля, за который по умолчанию принята исходная точка модели. Например, сместим систему на 50 мм по оси x и на минус 20 мм по оси y. Направление осей оставим по умолчанию и нажмем ОК. Создана новая система координат без использования каких-либо элементов модели. Нажмем «Редактировать определение» и включим второй параметр «Определить вращение с помощью цифровых значений». Далее нужно ввести числовое значение, по крайней мере для одной из осей. Например, повернем систему вокруг оси x на минус 30 градусов и нажмем ОК. Далее рассмотрим несколько примеров использования системы координат. Можно измерить угловое вращение одной системы координат относительно другой. Для этого на панели «Анализировать» нажмем кнопку «Измерить» и выберем в дереве две системы координат. Программа рассчитывает углы поворота, и результаты отображаются в разделе выходных данных. Увеличим размер шрифта для наглядности. Кроме расстояния по прямой и смещения по осям, дополнительно указаны углы вращения. В этой же панели нажмем «Массовые характеристики». Координаты центра тяжести и параметры моментов инерции заданы относительно системы координат по умолчанию. Можно выбрать другую созданную систему. И параметры изменятся. Отобразим основные плоскости по умолчанию. Твердое тело смещено относительно начала координат. При экспорте модели можно изменить положение этих плоскостей. Редактируем определение системы пример 1 и размещаем систему координат в центре тела. Для этого задаем координаты по x минус 32,5, а по y оставим 27. По оси z зададим нулевое смещение. Нажмем ОК. Теперь система координат расположена в центре твердого тела. Далее нажимаем «Файл», «Сохранить как» и выбираем один из форматов, который поддерживает выбор системы координат, например, Parasolid. Перед сохранением раскрываем список выходных систем координат. И вместо системы по умолчанию выбираем систему координат в центре тела. В более ранних версиях программы нужно нажать «Параметры» и выбрать систему в списке «Активная система координат». Нажимаем «Сохранить» и закроем модель. Далее откроем сохраненный файл. Отобразим основные плоскости и исходную точку. И теперь исходная точка находится в центре детали, и основные плоскости расположены согласно созданной системе координат. В новых версиях программы можно ссылаться, то есть выбирать не только всю систему координат, но и ее отдельные элементы. Например, можно выбрать только исходную точку. Запускаем трехмерный эскиз и рисуем линию между двумя исходными точками. Закроем эскиз. Также можно выбрать отдельные оси и использовать их в качестве направлений массива. Дополнительно можно выбрать плоскости, образованные осями, например, осями x и y, и использовать их для создания эскизов или создать справочную плоскость с нужным смещением. Также можно выбрать плоскость и нажать «Зеркальное отражение». Плоскость уже выбрана, поэтому выбираем компонент и нажимаем правую кнопку мыши. Создано зеркальное отражение компонента. При этом, чтобы выбрать всю систему координат, нужно выбирать ее либо в дереве, либо в графической области, нажав и удерживая при этом клавишу Alt. Отдельные элементы системы также можно выбрать из списка, если нажать на исходную точку системы правой кнопкой мыши и нажать кнопку «Выбрать другой». И далее выбираем нужный элемент из списка. Систему координат также можно использовать и в сопряжениях. Например, выбираем две системы координат с помощью клавиш Alt и Ctrl и нажимаем во всплывающем меню «Совпадение». Компонент полностью определен с помощью всего лишь одного сопряжения. Добавим в сборку копию компонента. Если же выбрать систему координат и какую-либо точку, а затем создать между ними сопряжение совпадения, то компонент будет вращаться вокруг этой точки в любом направлении, создавая таким движением подобие шарнира. Рассмотрим еще несколько примеров использования систем координат в деталях. Например, на плоскости осей x, y можно создать эскиз.
Нарисуем две окружности. Далее нажмем «Вытянутая бабышка» и в качестве граничного условия укажем плоскость x, y другой системы координат. Нажмем правую кнопку мыши. Создано вытягивание. Далее можно отредактировать определение системы координат и повернуть систему вокруг оси x на 30 градусов. Нажмем ОК, и граница вытягивания изменилась. Отменим поворот системы. Можем выбрать другую плоскость системы, нажать «Эскиз» и далее нарисовать прямоугольник. Затем нажать инструмент «Повернутый вырез» и в качестве оси вращения указать ось Z. Нажмем правую кнопку мыши. Создан повернутый вырез. Далее нажимаем линейный массив. Задаем количество экземпляров и интервал. А в качестве направления выбираем ту же ось Z. Изменим направление массива и нажмем ОК. Таким образом, системы координат являются ценным инструментом и могут ускорить процесс моделирования в SolidWorks. На этом все. Спасибо за поддержку. Всего вам доброго!